Здравствуйте, ребята. Начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике. Очень рад вас видеть здесь. Почему не на своем канале? Дело в том, что это второй мой канал, он называется «Школа Кайлас». Вы, наверное, знаете. Он не является основным моим каналом, а канал, который называется Андрей Дуйко. Данный канал сейчас имеет бан, и бан получил за то, что были прямые трансляции. YouTube, вернее, не разрешил транслировать одновременно несколько трансляций. Я хотел одновременно транслировать свои аудиокниги и видео разные, и первую ступень, и кучу информации. Но, к сожалению, это не понравилось YouTube, и они прекратили эту трансляцию и забанили меня на неделю. Поэтому на следующей неделе в четверг я вновь начну выставлять посты на своем YouTube-канале Андрей Дуйко. Но теперь вы знаете, есть второй канал, и смело можете заходить на него и тоже пользоваться информацией, которая здесь выставлена. Итак, давайте начнем. Данный вебинар посвящен эзотерике, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Как правило, ответы на вопросы помогают нам более плотнее вести диалог, вот такой, который между нами возникает. Ну и, к сожалению, я не смогу с вами разговаривать онлайн, но во всяком случае смогу ответить на ваши вопросы и ваши письма, которые вы сейчас пишете. Вы можете читать чат, который вот здесь транслируется, и я с удовольствием буду его читать вместе с вами. Сауле Коядарова, ура, спасибо огромное, пожалуйста. Рита, здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Ірика Велика. Доброго дня всім, Андрій Андрійович. Прошу ваших слів підтримки та вашого побажання на швидке одужання моєї мами Магдалини. Сьогодні операція на сонній артерії. Дякую за ваши вебинары для нас. Пусть все мамочки, которые нуждаются в помощи нашей и поддержке, пусть они знают и пусть они будут здоровы. Когда у человека появляются вот такие проблемы со здоровьем и приходит человек уже к варианту нехорошему, то необходимо говорить такие слова. Я не разрешаю тебе уходить. Я хочу, чтобы ты еще нашла силы. И что необходимо делать? Нужно мысленно представлять, будто вы даете силы этому человеку, даете харизму, представлять, как будто вы целуете, обнимаете маму, она злится, нервничает, психует, выдирается из рук, не хочет обниматься, там, вредничает. Вот это вредничает является хорошим элементом в вашем представлении, потому что это стимулирует. Ну и, конечно, пусть операция пройдет хорошо, пусть мамочка ваша будет здорова, пусть все мамочки будут здоровые, и пусть живут долго, и пусть нас радует всех. У меня тоже мама очень взрослая, поэтому я очень нервничаю, и, ну, неважно. Юлія Булаткіна, доброго вечора, учитель. Доброго вечора всі учасники вебінару. Ну, доброго. Ева Бонтлаб, здрасте. Наталья Стасова. Рада быть с вами, учиться у вас. Спасибо за знание и помощь. Спасибо и вам за участие. Татьяна Эмтер. Ой-ой. Татьяна МТР. Здравствуйте. Как лучше всего убрать жировики на лице по-эзотерически? Появление жировиков на лице эзотерически обусловлено тем, что у человека есть качество. Данное качество называется скупость или по-другому жадность. Но скупость — это когда вот есть 100%, но не отдаст однозначно. Вот если есть такая скупость, то появляются жировики на руках или еще на чем-то. Первое, что необходимо сделать, необходимо взять крупную купюру какую-либо и потереть вот этой крупной купюрой себе лицо, там, где есть жировик. После этого взять эту крупную купюру и разменять на большое количество мелких денег, монеток. После этого самостоятельно, своими руками раздать эти монетки разным людям. Не покупать ничего, а раздать или рассыпать. И сказать: скупость свою о ней сожалею, и расчет за эту скупость произвожу. И после этого разбросать монетки или раздать эти монетки, и все. Второй вариант. Во время того, когда вы будете париться в бане, возьмите веник, желательно березовый, и
бейте себя по лицу этим веником не сильно и произносите: за то, что не давала, или за то, что была скупой, наказываю тебя, бьете. По лицу наказываю, по рукам, чтобы не брала, за то, что давать не хотела, за то, что идти не хотела. Потому что мама не била, потому что папа не наказывал, потому что люди не наказывали. После этого этот веник тоже высыхает, и после этого этот веник сжигается на костре. И первый и второй вариант в действительности даже после одного раза вот такие нюансы исчезают. Жировики являются исключительно эзотерической проблемой, как некоторые там сглазы и так далее. Ну, пусть помогает. Юлія Булаткіна, скажіть, будь ласка, чоловік, з яким я зараз в стосунках, йому варто довіряти? Моє життя буде пов'язано с ним. Смотрите, вы не с того начинаете, уважаемая Юлия Булаткина. Когда женщина начинает жить с мужчиной, то одним из критериев, ради которого мужчина остается жить с женщиной, является элементом доверия. То есть в тот момент, когда женщина начинает жить с мужчиной, и говорит, нужно ли жить, не нужно, доверять или не доверять, то вы уже ставите сами себе подножку в колеса и уже можете знать, что делаете очень неважную и плохую для себя услугу. Дело в том, что если вы уже начали жить с мужчиной, то нужно знать, доверяй максимально, люби со всей силы, доверяй максимально и живи. Выбрала, живи, а то начинается как бы да, но как бы нет. Доверяй, но проверяй. Основа семьи, семья начинается со слова доверия. Есть доверие, но прежде всего это доверие должно быть женским. Прежде всего. Когда женщина начинает жить с мужчиной, в случае, если у нее есть искреннее доверие, есть искренняя развернутая такая душа, есть искреннее доверие этому человеку, если это качество настроено, то будет и замужество, и любовь, и все остальное. Если вот, то может дальше и не быть. Поэтому я не хочу вам говорить, надо или не надо, есть доверие или нет. Вы скажите себе, у вас оно есть. Вот в случае, если оно у вас есть, то живите и меня не спрашивайте. А если нет, то нужно, наверное, как-то переориентироваться к этому всему. Почему доверие исчезает? Потому что подруги рассказывают, еще никого не слушайте вообще. Счастье любит тишину. В моей жизни была такая жизненная ситуация, и был очень гуляющий мой шофер. Сережа его звали. И он очень гулящий был. И ездил на машине, возил меня очень долго, там, наверное, лет 6. И о нем ходят легенды. Не мог, красивый, высокий, такой, кореглазый, черноволосый, крупный. Женщинам такое нравится, высокий. Женщины по нему сохли всегда. Он хорошо одевался, у меня получал зарплату хорошую. И потом разные женщины, то с одной он поживет, то с другой. У него были постоянные любовницы, но постоянной женщины, с которой он жил, не было. А потом он познакомился с девушкой Ирой, которая начала с ним жить. И вот он ее привел к себе домой и начал с ней жить. И в этот момент началось. Очень много женщин, видя в Инстаграме, начали находить эту Иру и писать ей письма и так далее в большом количестве. И какой он плохой, ему не нужно доверять, они сволочи. Ну, это же схемы, вы же понимаете. Женщина, которая имела надежду или виды на этого Сережу, видимо, хотела разогнать таким образом историю о том, чтобы он бросил. И там, ну, вы же понимаете, схема. Но ничего не вышло. И Ира это вся, Ира все знала, она ни одного слова ему не говорила. Ну и перед тем, как у них свадьба состоялась, кстати, это было где-то 20 лет назад, и вот они до сих пор живут. У них уже есть 2 детей, мальчик и девочка поменьше. И они там живут добрых уже там 20 лет. Так вот, когда это все произошло, то я у Иры спросил, я говорю, Ира, неужели там никто не писал и так далее? Она говорит, это не имеет для меня никакого значения. Я его обожаю, я его люблю, я с ним проживу. Все. Да мне все равно, пусть пишут, все что угодно делают, я его искренне люблю, я искренне ему доверяю. Но в чем разница? Одни с ним начинали встречаться и, видя его, искренне ему не доверяли, придумывали себе историю. А другие начинали искренне ему доверять. На ком он женился? На той, которая искренне доверяет.
Вы знаете, есть исследования такие, это исследования, которые произведены давно достаточно. Это исследования, из которых в человеке изучают адреналин. Когда у человека изучают адреналин, то оказывается, адреналин это очень непростой гормон. Вы знаете, что адреналин это гормон стресса, выделяется он надпочечниками, является гормоном глюкокортикостероидом и выделяется, как правило, совместно с норадреналином, который является прекурсором дофамина и серотонина. Когда больше всего выделяется у человека адреналина? В двух случаях, когда человек переживает, испытывает стресс, и второе, когда человек пьет алкоголь или принимает наркотики. В тот момент, когда человек принимает наркотики, он увеличивает адреналин. Алкоголь увеличивает адреналин. Но и когда переживает, увеличивает адреналин. Оказывается, что женщины, как правило, умудряются увеличивать адреналин естественным путем во много раз больше, чем мужчины в своей жизни. Адреналин очень изученный гормон, и у адреналина есть определенная сопротивляемость. То есть, если измерить сопротивляемость адреналина и его электровместимость, то оказывается, что данный гормон, то есть состав этого гормона, это какое-то количество между собой объединенных аминокислот. И вот этот гормон, он уникально воздействует таким образом, что является просто супер мощнейшим электропроводником. Фактически есть гипотеза такая, что солнечная энергия, которая проходит через человека, каким-то образом может накапливаться, и она больше всего накапливается в адреналине. И во всех абсолютно глюкокортикостероидах, которые находятся или которые выделяются надпочечниками. Не напрасно в индийском эпосе рисовали женщин и мужчин, и у них рисовали их с левой и с правой стороны полумесяцы, такие, которые были не вверх направлены, а вниз, а на лбу рисовали полумесяцы. Это в индийских храмах видел. При этом говорили, что если их между собой сложить, то будет изображение символа Аум индийского. Ну ладно, не об этом. И к чему я это говорю? Одна из гипотез заключается, эзотерическая гипотеза, она заключается, эзотерически гормонально-химическая, эндокринологическая гипотеза, она звучит так. Есть, допустим, мужчина и женщина. Мужчина выпивает алкоголь. И тут такой вопрос, для чего он выпивает алкоголь? Ответ тоже имеет значение. Мужчина, который живет рядом с женщиной, они постоянно находятся в определенных одинаковых вибрациях и должны вибрационно составлять единую целую систему. То есть в случае, если в женщине накапливается определенное количество грубой энергии внешнего мира, то и в мужчине должно накапливаться тоже большое количество энергии внешнего мира. Еще раз хочу сказать, что больше всего этой энергии накапливается в тот момент, когда человек начинает переживать. Так вот, существует женщина, эта женщина утром проснулась и начинает себя раскачивать. То есть она не нервничает, она терпит, раскачивает себя. У нее постоянный стресс, она смотрит программу, она раскачивает себя. Она не пьющая, ложится спать, не может долго спать, сидит в телефоне и так далее. Когда мужчина рядом с ней находится, то он вибрационно имеет меньшее количество адреналина, чем в нем находится. И получить или раскачать себя в силу, может быть, слабохарактерности или внутреннего такого подавленного настроения он не может. И что он делает? Он создает стресс. То есть он начинает кричать, нервничать, раздражаться, нервничать или, самое интересное, выпивать. И вот что происходит. Я эту теорию знаю давно, и о ней когда-то, кстати, рассказывал во время морского курса, который проводил в Трусковце. Я тогда говорил, особенно женщинам, которые живут с очень пьющими мужчинами, я им говорил, вы знаете, если вас научить заниматься медитацией и научить вас успокаиваться там всевозможными методами, то мужчина, который рядом с вами находится, он перестанет принимать алкоголь. И мне говорили, как это между собой связано. И я рассказывал вот об этих адреналиновых теориях, о том, что у одного человека он является вместителем, каждый из людей является вместителем вот этой солнечной энергии. И в случае, если у человека не достает этой солнечной энергии, он должен чем-то стимулировать, увеличивая адреналин. И таким образом мужчина, который
мужчина, который живет более спокойно, живет с более беспокойной женщиной, опять хочу сказать вам, что внешне это может быть абсолютное спокойствие, но может накручивать, беспокоиться, придумывать, слушать кого-то. То есть вот эта энергия, она может увеличиваться, энергия жизни. И рядом мужчина, который с ней находится, будет приходить и будет выпивать. Зачем ему это нужно? Для того, чтобы энергетически соответствовать ячейке адреналина, которая находится в данный момент в женщине. Поэтому, если вы хотите, чтобы мужчина ваш перестал принимать алкоголь или наркотики, угадайте, что вам необходимо делать. Вам необходимы медитации. Да. Необходимо изменить все абсолютно в своей жизни. Каким образом? Выключить телефон, не смотреть программы, не общаться с теми людьми, которые заставляют страдать, не накручивать себя, научиться успокаиваться. Это основная задача, которую следует ставить в тот момент, когда рядом с вами находится абьюзер, нервный, психованный, вредный, бешеный, кидающийся человек. Что необходимо делать? Вам необходимо успокаиваться. Вы не помните, наверное, основные эзотерические правила, среди которых третий закон Ньютона. Действие равняется противодействию, который заключается в том, что каждый человек, который живет в семье, является отражением того, что происходит. Очень часто кричащий энергетически не виноват. Он физически виноват, потому что он не знает, что с ним происходит. А энергетически виноват тот человек, который рядом находится, и у которого энергетика такого, наверное, истерии внутренней в 1000 раз больше. Поэтому, когда человек себя накручивает, истерит, вредничает, крутит себя, то рядом с ним будет находиться человек, который будет хотеть выпивать. Ничего с этим сделать нельзя. Поэтому хотите великолепный мир, но человек может эзотерически получать энергию и изотермически. Экзотермически или эзотерически. Эзотерически внешне и экзотерически внутренне. Поэтому в тот момент, когда вы сядете и просто будете смотреть в одну точку, просто считая свои вдохи и выдохи, и успокоитесь, в этот момент ваш муж начнет внешне изменяться. Каким образом? Меньше. Это не произойдет прямо вот по щелчку пальцев. Но, как ни странно, если вы начнете заниматься медитациями, то ваш муж, ваш ребенок, все, кто рядом находится, они будут становиться спокойнее. Они будут находить экзотермические виды адреналина, внутренние, и они будут полностью изменять себя. Начните себя. Я это тогда говорил, и есть у меня очень хорошие этому примеры. Вы не сможете изменить человека, который рядом с вами находится. И я даже больше скажу, что они могут уходить от вас. Но те, которые будут рядом, они все равно их будет колбасить. Они будут либо нервные, либо бухарики, либо там закрученные на скорости, либо там на изменах или чуть-чуть. Почему? Адреналина хочется. Почему? Потому что адреналина много, и этот адреналин находится у вас в душе. Женщина имеет больше адреналин, чем у мужчины, потому что ей приходится все время переживать, нервничать за это, за это, за это. И до того момента, ну и что мужчина будет делать? Ему будет хотеться изменять. Почему? Чтобы адреналин был. Ему будет хотеться ехать быстро, для того, чтобы разбиться. Нет, адреналин, орать с кем-то там, выяснять отношения. За что? Он же может прожить жизнь другую какую-то, а спокойную может прожить. Дома абьюзер орет все время, глаза вытаращивает. Что нужно сделать? Не его воспитывать и обижаться. Сядьте и занимайтесь медитацией. Закройте глаза и просто сидите. Считайте, вдох это было, это выдох. Думайте о чем угодно, пусть перед глазами что угодно проплывает. Главное условие – расслабляйтесь. Расслабляйтесь. Дело в том, что в этот момент расслабления у вас начнет формироваться правильный, экзотерический адреналин, который вы будете получать естественным путем. Он будет устроен по принципу успокоения. И тогда уже не нужно будет орать тому человеку, который находится, чтобы адреналин получать, или насиловать, или выпивать, или еще что делать. Это основа этого мира, эзотерическая основа, о которой, кстати, вам никогда и никто не расскажет.
Что такое эзотерика? Эзотерика — это знания, которые невозможно получить в книжках. Это знания, о которых просто так никто не говорит. Почему? Зачем? Чем отличается настоящий эзотерик от ненастоящих? Настоящие эзотерики имеют 4 основных качества. Невероятно любимую крепкую семью, невероятно хорошее здоровье, невероятное материальное благополучие и невероятно при этом еще и счастливы. Таким образом, правильная эзотерика работает правильно. Можно ли этому обучать всех людей? Да это смешно. Почему? Но невозможно обычных людей чему-либо обучать. Почему? Да каждый человек Наполеон. Каждый человек живет и думает, что он... Вот как начинают эзотерики захватывать людей. Вот есть целые такие, допустим, есть целые системы, которые захватывают людей в эзотерические секты, в религиозные организации. Каким образом? Говорят человеку только 3 фразы. Ты, 2 даже фразы. Ты особенный. 2 фраза. Ты избранный. Если человеку говорить, ты особенный, и дальше объяснить почему. Потому что Бог только тебя любит, потому что ты ходишь, они не ходят, потому что ты верующий, они не верующие, потому что ты это знаешь, они не знают, потому что ты белый, они не белые, потому что там ты умеешь, они не умеют и так далее. То есть цвет штанов меняется, и человек сразу же начинает понять. А потом он говорит, да как же я это брошу, если будучи там, я являюсь уникальным. Ну и очень много людей, которые начинают заниматься эзотерикой, начинают искать эту уникальность. Говорят, вот у меня такая ситуация, я увидела, я услышала, я еще что-то. То есть человек говорит, я уникальна. Послушайте, эзотерика не изучается для того, чтобы человек стал уникальным. Это не является ее задачей. Эзотерику изучают для того, чтобы человек стал счастливым. Это является уникальной задачей. А человек, который считает, что он уникальный, при этом он несчастливый, не является человеком, занимающимся или изучающим правильную эзотерику. Как стать счастливым? Да не заморачиваться над тем, какой ты, уникальный, не уникальный, общаются, не общаются, победишь или там не победишь. Просто жизнь, радостная жизнь. Если утром человек просыпается и говорит, я рад, потому что рядом со мной лежит вот эта толстая и страшная женщина, но ничего, как говорит Дуйко, скоро она станет красивой, любимой, а я ее люблю и так. Почему? Ну она меня греет. Или вот вы просыпаетесь, там рядом с вами мужчина, который вас обижает, и говорит, ну все равно же он теплый, деньги приносит, я все равно обожаю его. Знаете, я когда-то обучал уже женщин и говорю, да что вы с ними спорите? На любые слова говорите, да, хорошо, я тебя все равно люблю, ну что делать? Ладно, жировики, рассказал о жировиках на 22 минути. Ігор Козак. Мої діти, Максим та Олег, разом з мамою Оленою виїхали на початку війни в лютому до Німеччини. І я чекаю їх повернення додому у Львів. Коли діти повернуться додому, вони чекають, коли буде перемога і коли закінчаться дії, зв'язані з війною. Тому ці питання, хто може на них відповісти? Ви мені скажіть. Хто знає ці питання? Їх знають ці питання ті люди, які там з ними знаходяться. Чому діти, чому повернуться? Та спитайте їх. Ігор, що ви від мене хочете? Нічого не розумію. Екатерина Левина. Добрый вечер, Андрей. За спиной 2 развода, 3 чудесных сыновей. Получится ли еще в моей жизни встретить своего мужчину? Возобновила практику для замужества, пересматриваю Сангая. Отлично. Ну и зачем? А если я скажу, что не получится, то вы расстроитесь, искать не будете. Зачем эти вопросы? Ну что с вами такое? Ну возобновили, стремитесь, есть задача, есть цели, и добивайтесь целей. Как женщина находит любимого мужчину, как мужчина находит любимую женщину. Послушайте, знакомьтесь, куча вебинаров моих, куча семинаров, всего столько уже навыпускал, 1000 часов. Находите, слушайте, смотрите, найду, не найду, что за бред, сходи. Как сделать так, чтобы не найти никогда? Как сделать так?
Найдите 10 гадалок, которые на протяжении одного месяца 10 раз вам погадают и скажут, найдешь 100%. Все, с этого момента вы будете одинокими. Почему? Если вы на картах уже нашли, то в жизни это не произойдет. Как свою судьбу поломать? Говорите, подпишу я документ или нет. Вот вам приходите к карточному, приходите к тарологу и говорите, подпишу или нет. Таролог вам говорит, да, подпишешь 100%. Но вы на следующий день идете к другому тарологу. И он говорит, подпишешь 100%. Зачем вам 2 раза одна и та же информация о снятии жизни? Теперь ваше сознание поняло, что вы подпишете 100%. Зачем к этому добиваться? Это в пространстве произошло. Кто вас вел? Вас вела душа и душевный голод к тому, чтобы это произошло. Поэтому душевное тепло, либо душевный голод стремился к тому, чтобы эта ситуация с вами произошла. И когда вы к тарологу пришли, который сказал, это произойдет 2 раз, это произойдет, то это энергетически успокоило душевный голод, который толкал вас или который создавал те события, которые должны были произойти. И этого не произойдет уже. А если сделать это 10 раз, то это на 10 лет. Зачем еще я? Вы же уже и так все знаете. То если у вас есть голод, пусть он заставляет вас это хотеть. Тогда это и произойдет. Видели, кот играется с мышкой. Почему? И которой нет еще. Почему? Душевный голод у него. Но он физически играется. А вы как играться? Ну, я не знаю, как женщина может играться. Мысленно кого-то представлять, целовать и обнимать, это не вариант. Но душевный голод, который есть у кота, заставляет его это делать. А у вас душевный голод — это надежды, это ваша вера, что скоро это произойдет. И это все, так стремитесь к этому. А вы, произойдет или нет? Так я скажу, произойдет, вы послезавтра еще раз спросите у кого-то, потом еще раз, и все вам скажут, да, произойдет. И конец, и не произойдет. Почему? Так вы успокойтесь, что там уже. Ой, девочки, девочки. Мир прекрасен. Сын 16 лет, все время в телефоне. Уговоры хватает ненадолго. Не обращать внимания? Не обращать вообще. Как быть? Никак. Он 16 лет, у него сейчас половое созревание. Он общается с девочками. Сейчас подростки, они совершенно закоммуникабельные в сотовые телефоны. То есть их вся жизнь, она у них связана с социальными сетями. Уже это изменить никак нельзя. Дальше вместо телефонов будут очки, и без телефонов люди уже будут жить. А потом начнется, будут вмонтировать чипы в горло, в шею, в голову, в мозг. Уже это все на самом деле есть, и уже есть такие люди, которые даже пользуются этим. Тем не менее, если вы сейчас его тормозите, то его коммуникация, его знакомство, его общение, оно может быть нарушено. И он может плыть сзади всех. Не делайте этого. Пусть коммуницирует, пусть общается. С кем с вами? Вот смотрите, у меня есть женщина, она когда-то задала вопрос, мои дети не хотят со мной общаться. И вот после этого мы с ней разговариваем, говорит, вот я когда-то, тогда была молодая, тогда поехала в Турцию, купила себе первую куртку. И такая чушь. Я говорю, а как вы живете? Ну, где вы живете? Я работаю на складе, занимаюсь складской логистикой. Я специалист. Я говорю, ну а в чем заключается ваша деятельность? Ну, я правильно там выдаю, говорю, какая последовательность, рассказываю, оформляю документы, смотрю за тем, чтобы все на складах было. А сколько времени вы там работаете? У меня целый день занят, я работаю там с 7 утра до 5 вечера, потом еду еще час домой, и вечером вот я... То есть о чем можно говорить? А у ребенка что? Он не в футбол играет, у него там любовь, у него девочки, с одними расстается, с другими хочет встречаться, есть друзья. С друзьями они обсуждают компьютерные игры, они обсуждают там вопросы, которые связаны там с какими-то видео, клипами, музыку он слушает. У него разная музыка, одна нравится, другая начинает нравиться, он смотрит на моду, он хочет жить. А вы как живете? А у вас этого нет. А у вас в чем эмоция? Он живет ради того, чтобы сейчас эмоцию получить. Он молод. Он еще не знает покоя. Он смеется, торопится, живет, хочет секса, хочет семью создать, хочет побыстрее, хочет нормальные гормональные процессы у него происходят.
А у вас? А у вас этих процессов нет, вам этого всего не нужно. Музыку вы не слушаете, вас больше устраивает уже мелодрамы. Но вы же не будете, он же не будет вас слушать. Нам не о чем, мы ни о чем не разговариваем. Так о чем вам можно разговаривать? О чем может быть разговор там подростка и взрослой тети, которая работает? О чем? О ваших проблемах, зачем они ему? Мальчик должен решать проблемы, а не слушать плач Еремии. О чем? О том, что вам надо мужчина, он при чем? О том, что у вас денег не хватает, она при чем? Или он при чем? О том, что вам там очень сложно в жизни живется, ну он при чем? Он вообще при чем? Теперь у вас есть проблемы, теперь вы должны его втянуть, чтобы это были и его проблемы. Ну так, а детство есть, какой-то юношеский период. Он же заслуживает этого периода. Поэтому не грузите, оставьте им телефон, пусть хоть с кем-то общаются. А что они должны сделать? У меня есть знакомая, она запретила телефон и дает книжки. Эти дети, когда вырастут, они ни одной книжки в жизни не прочитают. Они будут их ненавидеть. Снежана. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Работаю в найме очень долго. Хотелось бы уйти во фриланс. Подскажите, с чего начать? С уважением, ученица 6 ступени. Сложно очень сказать. Человек сейчас может получить какие-либо образовательные программы. Самые легко оплачиваемые — это продвижение YouTube, это SEO-оптимизация YouTube, это SEO-оптимизация сайтов, это, допустим, обучение работы в программе Serpstat или SEMrush, обучение оптимизации сайта, написание статей оптимизированных, продвижение бизнеса через интернет, умение создать продающий текст, умение продавать через интернет, собирание информации об аудитории, собирание... Вообще так много всего, и это сейчас основа всего. Вообще основа всего. Люди говорят, вот меня никто не смотрит, вот я сделал канал. YouTube, вы, наверное, знаете, Мизония называется. 4 дня я продвигаю этот канал, делаю по 10 видео. Вот за 2 дня, за 4 дня сделал 10 видео, там опубликовал. В общей сложности из этих видео 29 человек перешло на сайт и сделало покупку. Скажите, правильно ли это сделано или нет? И там нет ни моего лица. Все видео сделаны от 30 секунд до 1,5 минуты. И видео... Почему так происходит? Потому что не популяризация там Мизония в честь Мизонии, имени Мизонии там, и так далее, а популяризация того, что человек хочет. Допустим, человек же хочет там омолаживающая маска для лица. Вот и я делаю видео омолаживающая маска для лица. 35 секунд человек увидел, пишет потом в интернете, омолаживающая маска для лица, находит это видео, переходит, заинтересовывается, покупает. А как люди делают? Они, когда начинают заниматься бизнесом, говорят, вот я буду делать YouTube канал. Мелят какую-то чепуху. Кто твоя аудитория? Как ты ее собрал? Что они хотят? В чем их боли? Реши этот вопрос. И магазины открывают, там, допустим, Instagram-магазин. Магазин называется «Я там перфекционистка, там дубовая». И дальше сумки она продает. То назови, причем тут твоя мордашка и там, что ты Оля перфекционист. Кому это вообще интересно? То назови сумки или магазин сумок. Купить сумки можно по этой ссылке и дальше 100 сумок. Ну вот так же это все делается. Под каждой сумкой. Почему эта сумка удобная? Ручка у нее кожаная там. Вместительность хорошо. У нее там одна и вторая. Замочек у нее очень красивый. И там она не рвется, ее можно носить. И вот такой текст, тогда человеку интересно. Заходишь, сумка, читаешь, на сумке ничего не написано. Так а что человек должен понять? Увидеть картинку сумки. Люди. То что сейчас нужно обучаться? Чему обучаться? Ну, обучаться продажам можно, обучаться там созданию всего там. Так. Я работаю на кого-то, хочу начать, с чего мне начать? С обучения. Если бы вы... С чего можно начинать обучение? Ну, найдите там курсы, как делать цветы искусственные дома. Там, как рисовать на камне. Найдите там 1000 идей на 2024 год, как можно зарабатывать. Не торопитесь. Создайте для себя список. Смотрите, пишу. GPT-чат.
как написать, пишу, написать 10 пунктов того, как человеку начать зарабатывать в 2024 году, не выходя из дома. Ты мой GPT-чат. Читаем. Сейчас он напишет. Первое. Предложите свои навыки и услуги через платформы для фрилансеров. Популярные направления включают веб-разработку, значит надо обучаться. Графический дизайн, Canva обучаться. Копирайтинг, вот GPT-чат. Торговля на финансовых рынках нам не подходит. Создание контента. Станьте блогером, видеоблогером, подкастером. Монетизируйте свой контент через рекламу, спонсорство, партнерские программы, продажа товара онлайн. Откройте интернет-магазин, типа через Etsy или eBay. Обучение, консультирование. Предлагайте онлайн-курсы, запишите там, как вы танцуете, поете или играете, или там приседаете. Виртуальный ассистент, разработка программного обеспечения, аренда недвижимости, стоковая фотография и так далее. Если написать 100, он напишет 100 идей каких-либо. Но это же GPT-чат, он тупой. А если перейти вот действительно там выбрать там, для себя прямо найти идеи, там, используя, ну я не знаю, там Google аналитику или там Serpstat какой-нибудь, и найти для себя, какие тренды есть, какие бренды. Человеку не тяжело сейчас зарабатывать. Снежане чем заниматься? Пусть покажет мне. Очень хорошо будет работать все, что связано с недвижимостью, постройка недвижимости, переговорами, чтение лекций, воспитание детей, переезды. Но очень хорошо любое заключение договоров. Хорошая работа была бы, если бы вы занимались недвижимостью. Правда. Администрированием недвижимости. Когда продают путевки, не знаю, это как называется работа, туристическая, бизнес, если вы не в странах, где война находится. Я ученица 5-12 марафон. Если можно, практик, жар в животе, то это необходимо поднимать все же. Ничего страшного, жар в животе, это жар в животе. Жар в животе, потому что вы живете. Когда у человека жар в животе, это кундалини энергия. Если кундалини энергия поднимается, это говорит о том, что человек молодеет. Поэтому радуйтесь от того, что у вас жар в животе. Жар не холод, знаете. Если вас это не беспокоит, наслаждайтесь и не обращайте внимания. Я всегда говорю эти слова. Не обращайте ни на что внимания. Если бы я в жизни обращал внимание на то, что со мной происходит, ну не было бы счастья. Так мы замыкаемся на себе, там что-то чувствуем, вечно что-то там с чем-то боремся. Да вообще наплюйте, махните рукой. Добрый вечер, учитель, отличное настроение, несмотря на блокировки канала. Да я вас прошу вообще, там для меня это он что есть, что нет. Я даже, если сегодня я перестану заниматься эзотерикой, то ни я, ни моя семья, никак вообще никто не обратит на это внимание. Почему? Ну я на другом зарабатываю. Вы должны четко для себя понять, что да, это приносит мне деньги, но это хобби. Мне нравится, я таким образом чувствую себя востребованным. Не знаю, вот хочется быть полезным, хочется быть теплым, проявление любви, вы меня любите. Ну вот таким образом. Я вообще сейчас снимаю все старые ступени сайта, все старые семинары с сайта поснимаю. И их потом все выложу бесплатно в Гугле. Вообще все бесплатно. Порежу и все бесплатно повыкладываю. Останутся только те, где у меня волосы. Все остальное бесплатно. А потом сделаю новые там, где у меня волосы. Почему? Потому что я похудел, потому что сейчас у меня волосы, потому что уже временной, как бы, это знаете, как поменять портрет. Необходимо поменять портрет старых видео на новые видео. Поэтому я плавно буду над этим работать.
Здрасте, несколько дней назад мне приснилось, что я вынимаю изо рта большие пучки волос. Можете ли сказать, это очень хороший сон? Прямо очень-очень. Пучки волос, которые достает из рта человек, обозначает очищение кармы. Это вас очень много людей простило. И это говорит еще о популярности. Станете очень популярным. И наоборот, если пучки есть, если пучки в себя пихать, очень плохой сон. И если из головы пучки, плохой сон. Если изо рта, мега хороший. Прямо это от заболевания, от тяжелого заболевания, от разочарования, от проблем, которые связаны там с манией какой-либо, или там блудом, или алкоголизмом избавитесь, или там кто-то в семье избавится. То есть это очищение кармы и проявление в виде вот такого сна. Хороший. Настоящая любовь вообще существует? Да, я живу со своей женой, и у меня настоящая любовь. Это потрясающе. Это потрясающая женщина, потрясающие дети, потрясающая жизнь. Настоящая любовь, она не начинается с того, что человек ожидает. Настоящая любовь начинается с того, что человек в своем сердце находит любовь, тепло. Что там нам мешает? 3 вещи обычно мешают. 3 вещи, они звучат так. Мы почему-то думаем, что нужно обуславливать любовь. И думаем, что любить можно за что-то. Это не так. Второе, не доверяем. То есть мы думаем, что это все наносное, неправда и так далее. И третье, это проституция. То есть это мы, как бы можно себя так выразиться, продаем. То есть, о, вот хорошо, он нормальный, там можно себя предложить и с этим прожить. Все вот эти 3 вещи, они особенно вот недоверие, особенно продажа себя, особенно обусловленность, что любить можно только за что-то. Это все мешает. И третье, это надо ресурс любви увеличивать в своей душе. То есть находить это в себе. Как это начинается? Нравится погодка, нравится бабочка, нравится картина, нравятся люди, нравится тарелочка, нравится еще что-то. Это плавно-плавно стать милым, стать добрым, стать теплым. Очень-очень мужчины обожают милых девочек, милых женщин, милых. Милость сопровождается нежностью всегда. То есть если человек милый и нежный, то тогда к нему Бог благосклонен. Поэтому какая женщина обычно пугает? Ну наоборот. То есть агрессивная, ругающаяся, бешеная, кричащая, возмущающаяся, склонная, наверное, к жестокости. Ну, Nature of Paradise. Nature of Paradise. Здравствуйте. Спасибо за марафон 12. Есть результат. Вот. Скажите, пожалуйста, когда загадываю сон, приснилось на правой руке золотой браслет из 2 веревочки с кистью. Что это означает? Надо проповедовать. Когда кисть снится, то это проповедование. Это говорит о том, что вам надо проповедовать или заниматься такой миссионерской деятельностью, или кому-то что-то рассказывать, и это вы такое благословение получили. Как увеличить и расширить поток клиентов? Самый простой вариант, это эзотерическая практика. Вот так утром садитесь и представляете, перед вами находится очень много людей, которые идут к вам, и вы их все обнимаете. Представляя, будто на выдохе или на вдохе у вас руки и больше, и больше, и еще больше. То есть, ой, вот так делайте. Вот так засекайте время, делайте 2 минуты каждый день, в 1000 раз увеличите приход клиента. Когда приходишь домой вместе с гостями, как правильно заходить в дом первым, неважно. Потом заходят, вообще все равно. Хотите, пусть первые идут, хотите за ними, вообще все равно. Это вообще никаким. Вот самое важное, с чем придут гости. Вот если гость пришел, напоите его, чтобы он счастливый был и обожал вас. Если такое произойдет, то тогда это благословение. Как сделать так, чтобы вырваться из проблем жизненных и сделать так, чтобы семья процветала? Пригласите кого-то домой, накормите очень вкусно, дайте еще с собой подарок, тогда ваша семья получит благословение. Сделайте это в субботу. Как бороться с бессонницей? Ложитесь. Бессонница — это большое количество дофамина. Дофамин — это гормон действия энергетического. Когда в человеке вырабатывается дофамин, то это действие,
оно должно было реализоваться в виде действия физического, но не реализовалось в виде действия, из-за этого дофамин увеличился. И что необходимо? Необходима физическая реализация. Какая реализация? Смотрите, это крик, громкая песня, это физические упражнения и расслабление. То есть вот этого всего нет у людей, у которых есть проблемы с бессонницей. Они не хотят расслабляться, они имеют чрезвычайно ограничить нужно свою информацию и потребление информации. Почему? Это говорит о том, что чрезвычайно большое количество информации вами потребляется, и вам нужно отдохнуть. Отдохнуть чувствами, отдохнуть мозгами, начать заниматься медитацией, это будет очень сложно. И алкоголь однозначно нет, я сегодня говорил, алкоголь очень увеличивает адреналин. Ну и начинать произносить слога сна. Слог сна называется ом на вдохе и сон на выдохе. Есть еще такие ловцы сна, знаете, ловец снов, который приехал к нам из Мексики. Это из перьев сделанная такая круг, и в нем такая сеточка, на котором перышки нарисованы. Это называется ловец снов. И в случае, если у человека бессонница, то цепляют над человеком, чтобы он спал. Почему это сделали в Мексике? Это сделали в Мексике, потому что в Мексике очень распространена кока. И очень много людей, которые в Мексике проживают, они используют коку, и там она не запрещена в виде листьев коки, они ее жуют, и кока она стимулирует. То есть стимуляция от коки настолько сильная, происходит эта стимуляция так. Как кофе человек выпивает, только очень большую дозировку, появляется энергия, появляется желание жить, но исчезает сон. Со временем у человека происходит расстройство сна, и очень часто люди, которые долго принимают стимуляторы, кстати, кофе тоже стимулятор, сталкиваются с проблемами сна. Стимуляторы — это очень большой свет от телефона, нарушение циркадных ритмов, поздно ложиться спать и так далее. Все приводит к тому, что происходит нарушение сна. Но на самом важном это переживание. Есть у каждого человека ключевой скелет души, вокруг которого находятся те элементы, которые заставляют его переживать. В случае, если человек раздражается на близких, ему нужно перестать говорить «я». Потому что, как я знаю, я не нужно говорить. Почему? Потому что человек, который тянет букву «я», в дальнейшем будет очень обижаться на людей, которые рядом с ними живут. И это будет приводить его к страданиям. Дальше второе. Человек должен... У вас есть информация, которая вас раздражает? Вот старайтесь эту информацию специально не искать. Старайтесь вообще жить хоть чуть-чуть, ограничивая себя. Еще есть люди, которые постоянно хотят информацию, постоянно ищут, смотрят все подряд, ищут, читают и так далее. Можете ждать, скоро у вас наступит истощение нервной деятельности, и вы перейдете уже к периферической нервной деятельности, и потом начнутся Паркинсона, Альцгеймера и так далее. Что нужно? Успокаиваться. Теплая ванна, залазите в теплую ванну и сидите. Потом садитесь в медитацию и сидите в медитации. Песни, пойте песни, берите гитары и пойте песни. Во время перед сном на вдохе ом, а на выдохе протяжно со. Если выдох во время сна будет длиннее, чем вдох, то тогда человек засыпает быстрее. Татьяна Губанова. Мама с сыном. Есть такое видео, называется «Шум от бессонницы». Найдите его, слушайте перед сном, начнете спать. Андрей Андреевич спрашивает, Татьяна Губанова. Мама с сыном хотят переписать на меня квартиру. Стоит им делать? Стоит. Не мешает ли получение сертификата? Не мешает. Спасибо за ШК и марафону 12. Дякую. Спасибо. Виктория Калинченко, здравствуйте. Добрый вечер, все участники. Здравствуйте, здравствуйте всем, здравствуйте. Скажите, в каком виде бизнеса я смогу реализоваться? Второй вид. Еще не реализовались, да? И нужно срочно реализоваться, я понял. Да в любом. Какой хотите, в том и человек. Человек может реализоваться в чем хочет. Человек не должен думать, в каком бизнесе. Он должен думать, как продать. Сделать можно все, что угодно. Вот сейчас возьму я, допустим, листочки белые и сделаю из них там какие-нибудь гусей. Покрашу красиво. Теперь вопрос, их все умеют делать? Нет. Это является уже товаром, если покрасить, да.
Теперь нужна история для этого товара и ведение блога, где вы будете объяснять историю или идею, как это все продавать. То есть, что вам не хватает. Теперь вам не хватает знания, как продавать. Выберите для себя, как вы собираетесь продавать. Через Инстаграм, через ТикТок или там... Не умеете ничего. Ну, легко начать что-то делать. Купили сало сырое, засолили, сделали 10 видов сала, упаковали в банки, теперь сделали видео в ТикТоке, арендовали место с холодильником на рынке, поставили туда или на склад какой-нибудь и начинайте это популяризировать. Люди это все хотят купить, отправляйте им. Конец. Сделали 5 видов паштета, популяризируете эти паштеты, делаете это в ТикТок. Почему в ТикТок? В ТикТоке легче всего. Там люди ориентируются, если красиво и вкусно, хотят быстро купить. Сейчас это самая продающая система. Особенно, если это связано с едой, и вы красиво еду эту снимаете. Да что хотите можно делать. Главное начать продавать. Надо знать, как продавать. Пройдите курсы сейчас и проходите их, покупать специально не нужно. Можно пройти курсы, которые бесплатно выложены в интернете. Просто надо, чтобы кто-то умело объяснить, как это делать. Как реализоваться? Ну, боже ж ты мой. Далеко идет стройка, повлияет на мой дом? Нет, не повлияет. 17 лет сделала на руке тату змеи. На что лучше ее перебить, чтобы все хорошо было? На тату цветочка. Змея больше всего на цветочек похожа. Ну, цветочек сделайте. Змея неплохо на руке. Почему вы решили ее перебивать? Змея — это любовь. Змея — это прогресс. Юна Соколова. Жанна Соколова. Жанна, помню вас. Мы с Узбекистаном находимся в Крыму. Нам оставаться или в Узбекистан ехать на время? В Узбекистан ехать. Нина Попусой. У меня болит на левой ноге от мизинца. И боль тянет к подошве уже с 2018. И у меня никак не проходит. И в гипсе была. И пыталась на место поставить. И практики. Нина, смотрите. Ваша проблема, она не связана у вас ни с мизинцем, ни с сосудами. Она у вас связана с хроническим воспалением. И скорее всего, ну не знаю, спондилолистозом. Или там спондилоартрозом позвоночника, скорее всего нижнего отдела поясничного или даже пояснично-крестцового. И вам необходимо не массажи, не какие-либо люди, не эзотерика. Вам необходима хорошая консультация с рентгеном от врача, который вам даст рекомендации, который поможет вам с этим вот справляться. Это возможно там зафиксировать или возможно там что-то сделать. Но пробуйте. Ну что вам сказать? Тибетцы лечат такие заболевания зеленым. То есть в том месте, где больше всего болит, смазывает чем-то зеленым. Также пишут слог, цифру 5 ставят и цифру В, букву В и цифру 5. В это Ом, а цифра 5 это Ах. Ом Ах. Или Ом Намах. А нам это как 4. Получается В английское, дальше 4 русское и 5 русское. Ставят то место, где болит. Ом на мах. И после этого ставят и делают это зеленой краской. И носят зеленую футболку. Как нужно влиять на ужасное настроение мужа? Так ответил уже ранее. Сказал, как это связано с адреналином. Если успеете мне подсказать, у меня будет поврежденный позвоночник. Что-то доктора в Испании ничего не лечат, только обезболивают. Всегда так делают. Я вам даже секрет открою. Никто не лечит позвоночник. И это таких лечений не бывает. Никто не лечит. Не знают, как, по-честному говорю, не знают, как лечить листоз, не знают, как лечить грыжи, не знают, как лечить протрузии, не знают. Да, кто-то мне скажет, нет, Андрей Андреевич, вы не прав. Нет, я прав. Я прав, потому что вы будете приходить к новому врачу, будет рентген, будут назначать противовоспалительные, там может миорелаксанты или даже там вертебрологические какие-либо препараты, хотя скорее всего нет, обезболивающие. Но лечить не будет, и там максимально это фиксация.
Ну и все. А там массажи нельзя, допустим, при листозах массажи не делают. Почему? Это же подвижность позвонка, и он может в этой стороне быть или в этой. А почему у него подвижность? Ну и врач думает, подвижность или там причина этого, видимо, связана с тем, что там мышечные ткани исчез тонус. Пусть делает теперь зарядку, увеличивает мышцы и так далее. Но дело в том, что мышцы увеличить, он, будучи врачом, не понимает, что мышцы, которые держат позвоночник, они гладкие. И они никак не связаны с мышцами нашими. Это гладкая мускулатура, и она не связана ни с чем. И она работает по-другому. А почему это исчезло? Кальций потому что вышел. Потому что нужно кальций. А почему? Ну так часто бывает у людей. Человек принимает долгое время там, препараты гипертензивные или от артериального повышенного давления, там адреноблокаторами вместе с депонаторами кальция. И из-за этого и происходит потом ослабление гладкой мускулатуры и формирование в дальнейшем вот таких нюансов. Тогда нужен кальций? Конечно нужен. Болит позвоночник, ешьте кальций. А где кальций взять? Тоже тут вопрос, знаете, кальций должен быть органический. Кальций должен быть усваиваемый в виде сиропа. Тоже найти сложно, потому что один может усваиваться, один не усваиваться. Ну такая вот фигня, малята. Грыжа после травмы на копчике образовалась. Если болит, уксус прикладывайте. А вообще снять боль поможет, если на копчик прикладывать и натирать нашатырным спиртом, вонючим вот этим. Салом можно натирать. Татьяна Олефиренко. Я ела миндальные орехи и по моим ощущениям поцарапала горло, и там застряла кожица от ореха. Дискомфорт при глотании уже год. Как можно помочь? Необходимо обратиться к врачу. Я, скорее всего, я не могу предположить, что это за дискомфорт и как орех может привести к тому, о чем вы сказали, но нужно обязательно смотреть. Скорее всего, это совпадение, и там может быть, там сформировалась микроязвочка, может быть там такой вот стоматит, знаете, который очень долго. Это часто. Может ощущение быть на фоне там появляющейся папилломы, может быть там может сформироваться папиллома. Я такое видел. Человек очень долго говорил, что у него в горле что-то застряло, а потом сделали исследование, оказалось папиллома. И потом кюреткой просто срезали, там, эта операция заняла там 7, 10, там, 30 минут. Охладили, кюреткой срезали, и папиллома. Но она ему доставляла много лет. Вот, а у него это было, он говорил, что тоже там что-то ел, мяско какое-то, косточка, и вот он поцарапался, это произошло. Нет, это нормальный процесс, у нас же папилломы появляются. Они же могут вырасти там в любом месте. Это вирус. Поэтому я, скорее всего, не помогу. Давайте обследоваться. Моей дочери 38, у нее сколиоз, выраженный, врожденный, скорее всего. Врачи говорят врожденный. Вот. Дочь решила делать операцию. Надо ей делать или нет? Мне страшно за нее. Если она сделает, то получит удовлетворение от этого, и это будет для нее совершенно безопасно. Это у нее, скорее всего, даже не связано с проблемой физиологической, это у нее связано с проблемой психической. Вот она сейчас сформировала такой образ, что она сделает вот это, и вот то остальное вот она решит. И ее переубедить невозможно. То есть она считает, что ее несостоятельность или ее там то, что там не любят, или ее там не связано исключительно только с одним. С тем, что у нее есть данная проблема. И она уже решила, я ее сделаю. И это действительно ей поможет. Но это не так. То есть глобально это ничего не изменит. Она считает, что глобально изменит. Глобально не изменит. Но вы должны ей разрешить. Операция пройдет успешно и никаких таких тяжелых последствий не будет. Так что все нормально.
Татьяна Мошенец. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как помочь сыну выбраться из огромных кредитов? Бизнес убыточный, не может продать пиццерию, сплошные долги. Из-за этого у него депрессия, нет счастья в личной жизни. Утром просыпайтесь и производите метод вымаливания, как я обучаю обычно во время своей первой ступени. Там есть первая ступень. Ставьте программу по первой ступени ребенку. Там обмывание делайте на ночь. Там молоко используйте в виде вот таких обрядов, о которых я говорю на первой ступени. Устраняйте и используйте механизмы, которые я даю. Читайте для него мантры, коды. Что за вопрос? Что вы от меня хотите? Я желаю вам здоровья и любви. Человек здоровый думает. Я смотрел фильмы, в этом фильме ребенок, который был прикован к постели всю жизнь, рядом с другим ребенком, который прикован к постели всю жизнь, говорит: что бы ты сделал, если бы на 1 час стал здоровым человеком? Он говорит: я бы 1 час бегал. Это было бы самой большой моей радостью, которая есть в моей жизни. Видите, как мало, оказывается, человеку нужно, если у него в жизни все плохо. А в наших жизнях, как правило, все очень хорошо, но в этом есть секрет. Чем больше в душе радости, тем лучше жизнь человека. И наоборот, чем меньше в душе радости, тем меньше в жизни счастья. В душе радость, она не связана с тем, есть деньги или нет. Она не связана с тем, живете вы с кем-то или нет. В душе радость — это наше экзотерическое состояние. Если эту радость найти с закрытыми или с открытыми глазами, если проснувшись ее найти, если на ней сосредотачиваться, ее расширять понимание того, вот мы готовы расширять понимание того, как мы и насколько ненавидим близких. Почему тогда наоборот вы не делаете и не расширяете ощущение внимания, насколько вы их сильно любите? То есть найти претензии, почему вы ненавидите и почему это часто появляется, запросто. Так а почему тогда запросто не появляется ощущение, насколько этот человек важен, насколько он много для вас сделал, почему он такой хороший, почему вы рядом, почему, что вы к нему испытываете на самом деле? Многие люди так ориентированы, чтобы запросто ненавидеть, запросто написать гадость, запросто не любить, запросто дать указания, запросто претензию предъявить, запросто кому что-либо сказать плохое. И потом говорит: мне плохо в жизни, но слушайте, надо найти в себе возможность хоть немножечко расширить вот это состояние радостное, которое может быть, человек говорит: я ненавижу, а еще вот так за это ненавижу, и еще вот за это не люблю, еще за это. Так а за что ж ты любишь тогда? Может, надо найти, за что любишь, и это тоже расширить. Так много людей за что-то не любят, за что-то ненавидеть. А кого ж вы тогда любите и за что любите, и почему это не расширяете? Может, на это нужно обратить внимание, сосредоточиться. Человек живет, и его жизнь такая. И это не нравится, и это плохое, и это плохо, и это не нравится, и это... А где хорошо? Ну, а все остальное хорошо. Так а почему ты готов всем рассказать и себя ненавидеть, и мир вокруг перекрутить, потому что тебе это не нравится? А где я радуюсь? Так, если рассмотреть человека, то он либо спокойный, либо все ненавидит. И вот так люди и делятся. 70% ненавидящих, 80%. А где радующиеся? То он говорит: что евреям хорошо? Евреи танцуют в субботу, шаббат празднуют. Каждую неделю. Скоро Суккот будет, кстати. И, конечно же, это все правильно. Почему? Ну, потому что если у тебя есть все время плохо, то ты себя не обучаешь делать так, чтобы хоть как-то хорошо видеть. Как говорят, если тебе очень плохо, то тогда находи возможности, чтобы оценивать то, что у тебя есть. Потому что жизнь дали, а человек всем недоволен. Но его ставят в самую последнюю очередь. Почему? Ну так а зачем? Если что не дашь, все плохо. И это плохо, это плохое, этому не доверяю. И это мне не нравится, это не нравится, а этого не хочу. Так а ты не, от чего ты радуешься? Мне нечему радоваться. Тогда зачем живешь? Ну так а что, я уже что, виноват, что я родился? Вот да. Если виноват, знаете, есть хорошая такая пословица. Футбол не любит неудач. Дали мяч, гол забивай.
также и в этой жизни. Бог создал человека для того, чтобы человек был счастливым и радовался жизни. Вот чем меньше человек просто читают неправильно Тору и Библию и Евангелие, просто читая ее, говорят, надо Богу все время говорить спасибо, надо спасибо. Да не спасибо. Кому это спасибо нужно? Благодарю, спасибо и так далее. Не надо это. Нужно найти в себе ощущение такое, что все нравится. Вот если его найти, то от того, что тебе все, вот ваше нравится, и есть спасибо. А слово сказанное не является спасибом. Вот когда вы радуетесь бесконечно, это и есть самое большое спасибо для Бога. Там сказано: радуйся, человек, радуйся, жизнь тебе дана. А люди не радуются. Если взять человека, то один человек на 70% ненавидит судьбу. Почему? Ну, если сбоку на него посмотреть, как обыватель, вот в чем его жизнь, там, проснулся, там, жену ненавидит, обувь ненавидит, потом работу ненавидит, потом с кем-то разговаривает, мать-перемать, перемать-мать, перемать-перемать, перемать. Потом выпивает пошлые анекдоты, поржали там, ненавидит. Домой пришел, претензии, утром проснулся, и это не нравится, и это не нравится, это, как же замахало и так далее. Даже к проститутке пришел, и то ее какашкой обозвал. Смотришь на человека, человек излучатель зла, как Мамонов пел в свое время песню «Муха источник заразы», и чем это закончилось? Потом сказал: нет, источник заразы не муха. Человеку нужно, если человек собрался и хочет, и занимается эзотерикой, он должен знать. Ориентируйтесь на то, чтобы ощущать состояние радости от жизни. Ориентируйтесь это расширять. Ориентируйтесь это делать. Родила ребенка и все. Нет. Он нуждается до самого своего последнего момента, чтобы мама выделяла энергию того, что она его любит. Вот это забота. И если это будет, то тогда эта материнская любовь и теплота, она его будет оберегать. И она поможет ему и состояться, и так далее. А если мама сама, она все время там, то ей плохо от того, что она худеет, то ей плохо, потому что там папа плохой, то ей плохо, потому что не так, как она. Ну, ради чего дальше? Добрий вечір, Андрій Андрійович. У мене біль внизу живота, иначе пульсы тягнет. О, это не гинекология. Если пульсы тянет, это у вас там заболевание тонкой кишки. И, скорее всего, это у вас на фоне, может быть, гастрита. И идите к гастроэнтерологу, пусть сделает или проведет исследование, определит, может, у вас там есть проблемы. И это не связано ни с маткой, ни с мочевым пузырем. Это у вас с тонкой кишкой связано. Поэтому там, я не знаю, может там на фоне рефлюкса или на фоне гастрита, на фоне холецистита, там каких-либо заболеваний. В целительстве получится реализоваться? Получится. Если у меня учились, будет очень хорошо получаться. Я желаю вам успеха. На этом давайте закончим, потому что ко мне приехали гости. Обязательно после окончания данного вебинара оставьте комментарий. Если считаете, что то, что я говорю, вы с этим не согласны, пишите. Если вы считаете... Почему? Я не обижаюсь, потому что я не последняя инстанция, каждого человека свое мнение на свою жизнь. В случае, если вы считаете, что правильно, хорошо или что-то понравилось, пишите, потому что я почитаю и буду ориентироваться на следующем вебинаре, какую выбирать тему для того, чтобы вебинар был интересным. Я всегда с вами и всегда буду с вами. Почему? Потому что жить хочется хорошо. И вам в этом поможет Андрей Дуйко. Жить эзотерически легко. И в этом вам поможет Андрей.